Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Чем гигиена европейцев шокирует русских?». Известные строки Михаила Юрьевича Лермонтова «Прощай, немытая Россия» необходимо заменить на «Привет, немытая Европа», потому что русский народ никогда не был таким грязным, как европейцы. И даже в самое дикое средневековье, впрочем, как такового термина «средние века» в истории Руси не было, русские практиковали регулярное посещение бани. В цивилизованной Европе в тот же период времени редко проводили подобные гигиенические процедуры. Потому у средневековых европейцев из-за недостаточной гигиены были серьезные проблемы со здоровьем. Думаю, вы слышали истории про королей, которые очищали свои тела от грязи разве что перед очередной свадьбой. И самое удивительное, что все это оставалось актуальным для европейцев чуть ли не до середины 19 века. Но прошло время, многое изменилось. Сейчас, в цивилизованном 21 веке, сложно представить жизнь без ежедневного принятия душа, ванной и зубной пасты. А ведь когда-то даже туалетов в Европе не было. В работах западных историков, изучавших славянские народы, есть слова о том, что древние славяне всегда лили воду. Смысл заключался в следующем: предки русских совершали омовение в проточных водах или поливали себя водой из кувшинов. А вот европейцы, если им все же доводилось иногда помыться, погружались в тазы или кадушки с водой. Купание и мытье было делом редким, особенно в тех странах, где не были популяризованы бани или совсем их не существовало. Конечно, не вся Европа была грязной и не всегда. Например, еще с римских времен в Италии были общественные купальни, куда ходили периодически жители городов, а скандинавские народы так вообще были чистюлями. Они отдавали дань уважения духам с помощью ежедневных омовений. В остальной Европе купание в средневековье считалось бесполезной, даже опасной вещью. Правда, богачи иногда все же принимали ванны, чаще всего моясь всей семьей в одной воде. Последний купальщик буквально брал на себя всю семейную грязь. Но вода была дорогим удовольствием, и приходилось мириться. Простой народ ограничивался купанием в природных водоемах. То есть мылись они по сути только холодной водой, и потому не очень-то и любили это дело. Да и доступность таких процедур была ограниченной только в летнее время, а в холодные осенне-зимние месяцы люди не мылись, так как в домах часто не хватало тепла, и пребывание в холодном помещении с мокрой головой приводило к проблемам со здоровьем и даже к летальным исходам. К тому же многие жители средневековой Европы полагали, что вода, как горячая, так и холодная, позволяет инфекциям проникать в тело. Автор книги «Новое естественное лечение», немецкий врач Фридрих Бильц, живший в конце 19 века, писал, что ему приходилось уговаривать людей искупаться. Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна. После 5-й или 6-й ванны к этому можно привыкнуть. Про грязных королей ходили даже легенды. Многие, наверное, слышали про испанскую королеву Изабеллу, которая мылась всего раз в жизни накануне своей свадьбы. Показателен также пример супруга Анны Ярославны, французского короля Генриха. Он вымылся впервые только накануне свадьбы после многочисленных просьб невесты. То есть Анна буквально заставила жениха помыться. Правда, потом Генрих вновь зарос грязью. Доказательством этого для нас непонятного отношения к гигиене собственного тела служат частые эпидемии, которые косили жителей Европы. Переносчиками самых страшных средневековых болезней были насекомые, которые во множестве заводились в грязной одежде, постели и на немытом теле. На Руси же подобные эпидемии хоть и были, но все же не столь часто. Это объясняется чистоплотностью славян. Нужно сказать, что славяне положительно относились к водным процедурам не из-за того, что вода была доступнее, чем в Европе. На самом деле это объясняется обычаями, которые пришли еще из язычества. Якобы сам бог Перун-громовержец завещал славянам 25 тысяч лет назад, чтобы те омывали после дел руки, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет. Естественно, в Европе Перуна не знали, о его наставлениях не ведали, потому и не утруждали себя ни мытьем, ни купанием. Запах собственного грязного тела, наверное, тоже напрягал европейцев, потому они изобрели духи. Однако мытье все равно оставалось для них проблемой. В этом отношении показательно то, как европейские женщины соблюдали гигиену во время менструации. Еще 150 лет назад обычная менструация считалась чуть ли не болезнью со всеми вытекающими. Женщинам запрещали ходить в церковь и даже не разрешали заниматься умственной деятельностью.
В викторианскую эпоху у англичан считалось, что нельзя ни читать, ни писать во время менструации, так как при этом ухудшалось женское здоровье. А ученый Эдвард Кларк из США уже в более позднее время утверждал, что высшее образование способно подорвать репродуктивные способности женщин. Частое мытье половых органов тоже не рекомендовалось, ведь это могло стать причиной бесплодия. Поэтому даже во время месячных средневековые женщины подмывались очень редко. Естественно, никаких средств для гигиены во время менструации тогда еще не было. Дамы многократно использовали кусочки ткани, но из-за нехватки воды простировали их кое-как. Думается, источник болезней стоило искать в том числе и там. У славян женщины тоже считались нечистыми в период менструации. В частности, им не разрешалось ходить в это время в церковь, посещать кладбища. В баню во время критических дней можно было ходить только после того, как все помоются. Но визит в баню был обязательным, там женщине нужно было совершить все необходимые гигиенические процедуры. Разумеется, в те времена и у русских не было современных прокладок и прочих приспособлений. Они тоже пользовались тряпками, но потом тщательно их кипятили и высушивали до следующего раза. Частенько в доме европейцев того времени стоял устойчивый запах нечистот. Ведь никакой канализации и водопровода в европейских городах XVIII века не было. Люди справляли нужду в комнате, используя горшки, а содержимое выбрасывали за окно. Чуть позже стали появляться туалеты на открытом воздухе, но долгие годы в горшки ходили по ночам и никак не могли привыкнуть к тому, что на улице стоит туалет, куда можно вылить нечистоты. Правда, туалеты, в современном понимании слова, комнаты, где находился горшок, тогда тоже были, но лишь в больших замках для знатных особ. Но не у всех. Между прочим, известное нам слово «гардероб», имеющее французское происхождение, изначально предназначалось совсем не для хранения одежды. В оригинале гардероб звучало как «garde de robes», что в переводе значит «защитник одежды». И это не комнатка с кучей расшитых платьев, туфель и париков. На самом деле гардеробом в средние века называли помещения, где чаще всего испражнялись. Здесь же подвешивали одежду, так как считали, что резкий запах аммиака, который содержит моча, защищает вещи от моли и блох. Более того, мочу также использовали во время стирки, потому что аммиак неплохо выводит пятна. Но отдельные комнаты для испражнений были не у всех. Например, сохранились записи о том, зачем королям так много замков. В частности, король Франции Людовик XIV делал так. Жил несколько недель в одном замке, а потом со всей свитой переезжал в другой. Но не потому, что хотелось разнообразия, причина была не в этом. Дело в том, что король и придворные гуляли и веселились во дворце, постепенно обгаживая в буквальном смысле все комнаты и залы. Когда уже становилось невозможно дышать, они переезжали в следующий замок, а слуги принимались за уборку и проветривание. В каждом дворце французского короля, даже если он и наведывался туда раз в полгода, всегда был полный штат слуг для уборки. А вот обычные незнатные люди, жившие в маленьких домах, пользовались ночными горшками и выливали все прямо из окон на улице города. Запах европейских городов был убойным, а после дождей все становилось только хуже. Немногочисленные русские, кому довелось побывать в средневековой Европе, вспоминали Париж с ужасом. Конечно, жить в постоянном зловонии было сложно, потому нанимались профессиональные уборщики для расчистки улиц от грязи и мусора. Работа была тяжелой и в физическом, и в моральном плане. Чтобы не задыхаться, уборщики прикрывали лицо мешочками на завязках, в которых были ароматные травы и цветы. Но и это, думается, не помогало. На Руси дворяне в париках ходили сравнительно недолго. Эту моду привез Петр Великий. И внедрялась она не очень-то успешно. А вот в Европе парики любили. Дамы так вообще сооружали на своих головах такие конструкции из париков и собственных волос, что свой вид эти пирамиды сохраняли много месяцев. А ведь средств для укладки волос в те времена не было. Как же тогда поступали? Дело в том, что парикмахеры использовали в своих творениях гусиный жир. Он надежно фиксировал шевелюру и позволял много раз снимать и надевать парик, не испортив его структуру. Но здесь были свои минусы. Запах жира был убийственным. А еще жир и куча волос создавали идеальную среду для размножения вшей и блох. Поэтому на таких париках поблескивало невероятно много естественных украшений – гнит. Но это почти никого не пугало. Паразиты в средневековой Европе воспринимались как данность. Они жили не только в волосах практически всех людей, но и в постелях. Матрасы в основном делали тогда из соломы или сена. Знатные люди также спали на сушеном сене, редко кто на перинах.
Главное различие между постелями знати и крестьян было в том, что первым меняли постель почти каждый день, а у простого люда была возможность сделать новую постель только раз в год, когда заготавливалось сено для животных. За такой долгий срок в соломе и в нестиранном матрасе поселялись вши и клопы. У славян использовалась для сна подстилка из соломы, однако некоторые семьи могли позволить себе перину из пуха домашней птицы, перьевые подушки и теплые одеяла. Их часто вытряхивали и сушили. Несколько раз в год перебивали, вынимали пух и перья и просушивали, а наволочку стирали, чинили, вновь набивали и использовали снова. В общем, славянам было сложно понять, как могли европейцы быть такими грязными, даже живя в сельской местности. Ведь в русских деревнях были бани почти в каждом дворе, а в городах строились общественные бани. С приходом советской власти соблюдение гигиенических норм вообще стало делом государственной важности. Всюду шла пропаганда здорового образа жизни, в который входила личная гигиена. Советских детей, начиная с детского сада, обучали обязательно мыть ручки перед едой и после посещения туалета. Дома, когда ребенок приходил с улицы, родители также заставляли его помыть руки. Взрослые и дети обязательно мылись не реже 1 раза в неделю. Каждый, наверное, вспомнит сейчас мультики на эту тему, знаменитого Мойдодыра, например. Что касается западных стран, у них отношение к чистоте недалеко отошло от средневекового, хотя они и стали жить почище. Дело в том, что европейцы и выходцы из Европы, американцы, канадцы, например, привыкли экономить на всем, даже на воде. Так они очень редко моют руки после посещения уборной. Тоже привычка, доставшаяся от предков. Правда, есть надежда, что пандемия все же изменила это в лучшую сторону. А еще, к примеру, в Канаде и в некоторых других странах перед тем, как помыть руки, люди набирают воду в раковину, затыкая сливное отверстие и мылят руки, а потом плещут ими в грязной после мыла воде. Возникает вопрос, зачем они так делают, ведь грязь по-прежнему остается на руках. К чему еще прибавляется и мыло? Нормальное мытье рук должно проводиться в проточной воде и никак иначе. Но такая вот привычка, что поделаешь. Поэтому гигиенические привычки европейцев до сих пор шокируют русских людей. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.